Когда с Павла Ильича Орлова срывали погоны, в зале не прозвучало ни одного сочувственного вздоха. Он стоял под высоким потолком закрытого военного суда в Москве, в сером кителе, который еще утром казался ему броней. На лакированном полу дрожали отражения люстр. За спиной молчала военная полиция. Полковник медицинской службы Орлов когда-то входил в палаты так, будто там начиналась его личная территория. Врачи замолкали, санитары вытягивались. Молодые ординаторы угадывали его настроение по движению бровей. Он мог одним словом отправить человека в дальний гарнизон, мог закрыть блестящую карьеру, мог подписать заключение, после которого семья погибшего солдата уже никогда не добивалась правды. Теперь старший генерал поднялся из-за стола и сухо сказал, что честь мундира не прячется за должностью. Металлический звук медалей, падающих в коробку, оказался громче любого приговора. Орлов облизнул пересохшие губы и впервые посмотрел не на судей. Он искал взгляд женщины в темно-синем мундире. Майор Анна Соколова сидела спокойно. Перед ней лежал тонкий конверт, из-за которого рухнула вся его жизнь. Анна не улыбалась. В этом зале улыбка была бы лишней. Она помнила другой запах. Не полированное дерево и не холодный металл наград, а хлорку, мокрую шерсть шинелей и дешевый чай из ординаторской. Полгода назад ее перевели в Московский военный госпиталь из Мулино после тяжелой зимней командировки. В госпитале говорили, что ей повезло. Центральное учреждение, чистые коридоры, новые томографы, перспективные должности. Но уже в первую неделю Анна заметила странность. В реанимации лежал рядовой Егор Савельев, 19-летний парень из-под Перми. По документам он умер от редкой аллергической реакции на препарат. По телу, по анализам, по записям аппаратов, совсем от другого. В графе лекарства стояло одно название. На складе по факту выдавали другое. Дешевый заменитель, закупленный через фирму, о которой никто не хотел говорить вслух. Когда Анна задала первый вопрос, заведующая сестринским постом Вера Кузьминична отвела ее к окну. За стеклом падал мартовский снег. Старшая медсестра сказала почти беззвучно: «Не трогайте это, майор, здесь уже хоронили тех, кто трогал». Павел Ильич Орлов вызвал Анну вечером, когда госпиталь становился особенно пустым. В его кабинете пахло кожей, крепким кофе и старой самоуверенностью. На стене висели фотографии с учений, благодарности, снимок с министром на каком-то юбилее. Орлов сидел так, чтобы свет падал ему на погоны. Он не кричал. Такие люди редко начинают с крика. Он положил перед Анной папку и сказал, что в заключении по Савельеву допущена техническая неточность. Нужно просто согласовать формулировку. Аллергия. Индивидуальная реакция. Никаких разговоров о препаратах. Анна прочла лист до конца. Там уже стояла строка для ее подписи. «Я не могу это подписать», — сказала она. Орлов даже не поднял глаз, только медленно закрыл папку. Он рассказал ей, что мать Савельева уже получила компенсацию, что командование части не хочет скандала, что солдаты умирают не только на войне, и зрелые люди умеют понимать интересы службы. Анна молчала. Тогда он впервые посмотрел прямо. Взгляд был не злой, а хозяйский. «Вы еще не знаете, майор, как быстро человек становится никем», — произнес он. Через 3 дня Анну убрали из операционной. Официально, до окончания служебной проверки. Неофициально, чтобы все поняли, кто в госпитале решает судьбы. Врачам не надо было объяснять. Они обходили ее в коридоре с виноватыми лицами и занятыми руками. На утреннем совещании Орлов не назвал ее фамилию. Он сказал о недопустимости карьеризма, подлога документов и попыток раскачать коллектив. На стол легла распечатка жалобы, будто Анна давила на медсестер и требовала переписать историю болезни. Подписи под жалобой были настоящие. Люди подписали от страха. Особенно больно было увидеть подпись молодого хирурга Дениса Щербакова. Анна сама учила его шить сосуды, когда он дрожал над первым ранением. Он не поднял на нее глаз. Вечером она вернулась в старую коммунальную квартиру на Соколе, где жила ее мать.
На кухне шумел холодильник, за стеной кто-то смотрел сериал. Мать поставила перед ней тарелку супа и ничего не спросила. Анна сняла китель, аккуратно повесила его на спинку стула. В кармане обнаружилась записка без подписи. Савельев был не первым. Эта записка изменила не только дело. Она изменила дыхание квартиры. Анна всю ночь сидела за кухонным столом, пока мать спала за тонкой перегородкой. За окном редкие машины месили грязный снег. На клеенке лежали старые фотографии отца, военного фельдшера, погибшего в Чечне задолго до генеральских кабинетов и закрытых судов. Отец всегда говорил, что в армии легче пережить холод, чем ложь. Тогда Анна считала это красивой фразой. Теперь поняла, что это было предупреждение. Утром она нашла Веру Кузьминичну возле бельевой. Старшая медсестра перекладывала простыни с таким видом, будто от точности складок зависела безопасность мира. Анна показала записку. Вера Кузьминична долго смотрела на нее. Потом села на табурет, словно ноги перестали слушаться. Она рассказала о капитане Илье Рябове, который 10 лет назад умер после такой же аллергии. Тогда ее заставляли подписать поддельное свидетельство о смерти. Она отказалась. Через неделю ее уволили за хищение спирта. Документы исчезли. Люди замолчали. Но Вера Кузьминична сохранила одну вещь, о которой Орлов не знал. Вещь лежала в жестяной коробке из-под чая, завернутая в детский шарф. Вера Кузьминична принесла коробку ночью, когда подъезды пахли кошками и холодным бетоном. Она вошла к Анне без лишних слов, сняла платок и сразу попросила закрыть шторы. Внутри был старый телефон с треснувшим экраном. Такие давно лежали на дачных полках рядом с зарядками неизвестного назначения. Но этот телефон хранил не фотографии внуков. На видео десятилетней давности Орлов стоял в подсобке аптечного склада. Лицо было моложе, голос мягче, но интонация уже та же. Рядом человек в гражданском передавал ему конверт. На столе лежали коробки с препаратами без нормальной маркировки. Самым страшным были не деньги. Самым страшным была фраза Орлова: «Пишите сердечную недостаточность. Родителям солдата хватит и этого». Анна смотрела видео дважды. На третий раз Вера Кузьминична отвернулась к окну. «Я боялась 10 лет», — сказала она. «А теперь боюсь умереть, так и не рассказав». На лестничной площадке в этот момент кто-то остановился. Шаги за дверью не двинулись дальше. Анна погасила свет. Вера Кузьминична прижала к груди коробку, будто там было живое сердце. В подъезде скрипнула ступенька. Потом кто-то медленно спустился вниз. Наутро у дверей квартиры лежал конверт. Внутри была фотография Анны с матерью, снятая через окно кухни. На обороте написали «Подумайте о близких». Мать прочла надпись и впервые за все дни побледнела. Она была женщиной старой советской выдержки, умевшей терпеть очередь, больницу, похороны и чужое хамство. Но страх за дочь сломал ее молчание. «Аня, они не остановятся», — сказала она. Анна знала это. Орлов не защищал только должность. Он защищал целую сеть людей, которые годами зарабатывали на закупках, чужих смертях и бумажных формулировках. Она могла передать видео журналистам. Тогда дело вспыхнуло бы сразу, но Веру Кузьминичну обвинили бы в подлоге, а мать осталась бы без защиты. Анна выбрала другой путь. Она написала рапорт в главную военную прокуратуру и приложила только часть материалов. Самое страшное доказательство она оставила при себе. Ответ пришел неожиданно быстро. Неофициальный, не на гербовом бланке. В госпиталь приехал генерал-лейтенант Сергей Артемьев, заместитель председателя медицинской комиссии Министерства обороны. Невысокий, сухой, с лицом человека, который давно разучился удивляться. Орлов встретил его у входа с выверенной улыбкой. В коридорах сразу появились свежие халаты, новые таблички, осторожные голоса. Даже лифт, обычно застревавший между этажами, в тот день работал безупречно. Артемьев попросил показать склад. Орлов повел его лично, уверенный, что все уже зачищено. Анна стояла в конце коридора и видела, как Вера Кузьминична дрожащими пальцами поправляет воротник. Старшая медсестра согласилась дать объяснение, но только после защиты свидетеля.
Она слишком хорошо знала цену чужих обещаний. В архиве обнаружили первые несостыковки. Номера партий не совпадали с накладными. Подписи умерших врачей появлялись на документах, оформленных после их смерти. Орлов оставался спокоен, пока из дальнего шкафа не достали папку с фамилией Соколова. Там лежали бумаги, которые Анна никогда не видела, но по ним уже можно было ее уничтожить. Папка была собрана умело. В ней находились копии жалоб, анонимные, объяснительные, акт о нарушении хранения сильнодействующих препаратов и заключение психолога. Согласно этим бумагам, майор Соколова была нестабильна, конфликтна и склонна к фабрикации обвинений ради должности. Артемьев долго листал страницы. Лицо его не менялось. Анна почувствовала, как в комнате сгущается тишина. Она знала военную систему. Иногда человеку не надо доказывать вину. Достаточно создать ощущение сомнения, и двери закрываются сами. Орлов заговорил мягко. Он сказал, что уважает профессиональные качества Анны, но болезненное честолюбие бывает опаснее ошибки, что она не выдержала московского давления, что молодые специалисты часто путают принципиальность с истерикой. Вера Кузьминична хотела что-то сказать, но Анна остановила ее взглядом. В тот день Анну отстранили окончательно. Пропуск заблокировали. Служебный телефон забрали. На выходе охранник не посмотрел ей в лицо. На улице шел ледяной дождь. Она стояла у проходной с пакетом личных вещей. Внутри пакета звякнула отцовская медаль, которую она носила вместо талисмана. После отстранения мир стал узким. Анна ходила из кухни в комнату, из комнаты к окну, от окна обратно к столу. Мать делала вид, что занята стиркой. Телефон молчал. Коллеги исчезли так аккуратно, будто их никогда не было. Только Денис Щербаков написал короткое сообщение. «Простите». Потом сразу удалил его. Анна могла ненавидеть его. Но вместо ненависти пришла усталость. В госпитале у Дениса была жена после операции и маленький сын с астмой. Орлов умел выбирать место, куда давить. На третий день пришла мать Егора Савельева. Нина Петровна ехала ночным поездом из Пермского края, с сумкой, перевязанной бельевой веревкой. В коридоре она сняла мокрые сапоги, чтобы не пачкать пол. Она принесла письма сына, простые солдатские листки, где Егор писал про кашу, мороз, друзей и мечту выучиться на машиниста. «Мне сказали, он просто слабым родился», — тихо произнесла Нина Петровна. «А он у меня сено один ворочал». Анна не нашла ответа. Нина Петровна достала из сумки маленький диктофон Егора. Он записывал туда мысли перед сном. На записи Егор говорил шепотом, под гул казарменной вентиляции. Он рассказывал, что после уколов у нескольких ребят началась странная слабость, что фельдшер просил не жаловаться, что в медпункт приезжал человек из московского госпиталя и разговаривал с начальством за закрытой дверью. Имени Орлова там не было. Но была дата. Та самая, когда в журнале склада значилась выдача другой партии препарата. Анна слушала запись и понимала, что дело уже шире одного умершего солдата. Это была система, где каждая подпись прикрывала предыдущую, где страх становился цементом. Но диктофон создавал новую опасность. Если его передать официально, Нину Петровну начнут таскать по кабинетам. Ее сына станут обсуждать как единицу учета. Женщина, пережившая похороны, снова окажется перед людьми, которым удобнее бумага, чем живое горе. Анна спросила, готова ли она к этому. Нина Петровна долго молчала, потом разгладила ладонью письмо сына, где почерк прыгал от поездной тряски. «Я уже потеряла самое дорогое», — сказала она. «Пусть теперь они хоть раз потеряют покой». Эти слова заставили Анну принять решение, которого она боялась. Анна связалась с Артемьевым через старого знакомого отца. Это был риск. В военной среде личные связи всегда имеют двойное дно. Сегодня они помогают, завтра становятся поводом обвинить тебя в давлении на следствие. Но другого выхода не оставалось. Встречу назначили в пустом сквере возле Ярославского вокзала. Был поздний вечер. Под ногами чернел мокрый снег. Люди спешили к электричкам, не замечая двух офицеров у облезлой скамейки. Артемьев пришел без адъютанта. Он выслушал Анну, не перебивая.
Она передала ему копию записи Егора, документы по партиям препаратов и описание видео Веры Кузьминичны. Сам телефон она не отдала. Генерал заметил это сразу. В его взгляде мелькнуло не раздражение, а уважение. «Правильно», — сказал он. «Пока не поймем, кто еще внутри, оригинал никому не показывайте». Анна впервые за неделю почувствовала, что не одна. Но облегчение длилось недолго. Артемьев сообщил, что Орлов уже подал рапорт о ее дисциплинарной непригодности. Через 7 дней комиссия могла лишить ее допуска к службе. Если доказательства не станут публичными внутри системы, ее просто вытолкнут за дверь. Комиссия собралась в сером здании на Фрунзенской набережной. Анна пришла в парадном кителе, хотя знала, что ее хотят увидеть сломленной. В коридоре сидели люди, которые вчера здоровались с Орловым за руку, а сегодня делали вид, что читают телефоны. Орлов появился последним. Он выглядел уверенно, почти празднично. Рядом шел полковник юстиции Ларин, человек с гладким голосом и привычкой говорить так, будто любой вопрос уже решен. Заседание началось с обвинений против Анны. Ей припомнили конфликтность, нарушение субординации, доступ к архиву, несанкционированное общение с родственниками погибшего. Все звучало сухо, аккуратно, смертельно. Из человека делали не врага, а проблему. Когда Анна попросила вызвать Веру Кузьминичну, Ларин усмехнулся. По его словам, бывшая медсестра была уволена за проступок и не могла считаться надежным свидетелем. Дверь открылась прежде, чем он закончил. Вера Кузьминична вошла в зал медленно, с прямой спиной и старой сумкой в руках. За ней шел Артемьев. Генерал положил на стол постановление о расширении проверки. И впервые Орлов перестал улыбаться. Вера Кузьминична говорила негромко. Она не пыталась выглядеть героиней. Руки у нее дрожали, очки сползали на кончик носа, голос иногда срывался. Но каждая фраза ложилась в зал тяжелее приказа. Она рассказала о капитане Рябове, о ночи, когда Орлов требовал подписать ложное свидетельство, о препаратах без маркировки, о своем увольнении, после которого соседи шептались, будто она украла спирт из госпиталя. Ларин пытался перебить ее вопросами. Спрашивал, почему она молчала 10 лет. Почему не обратилась раньше? Почему сохранила старый телефон? Вера Кузьминична посмотрела на него усталыми глазами. «Потому что у меня была дочь-студентка и больной муж», — сказала она. А у Павла Ильича были погоны, связи и люди, которые умели ломать жизнь без шума. После этих слов зал изменился. Никто не поднял головы, но воздух стал другим. Орлов резко встал. Он назвал ее мстительной старухой. Сказал, что Анна подкупила свидетеля ради должности. Тогда Артемьев попросил включить проектор. На экране появилось мутное изображение аптечного склада 10-летней давности. Видео было плохого качества. Экран дрожал, звук шипел, лица иногда расплывались. Но голос Орлова узнавали все. Его уверенная мягкость не изменилась за 10 лет. Именно так он разговаривал с подчиненными, когда хотел заставить их сделать невозможное. «Пишите сердечную недостаточность», — прозвучало из динамиков. В зале кто-то тихо выдохнул. Орлов побледнел, но быстро взял себя в руки. Он заявил, что запись смонтирована, что голос можно подделать. Можно. Что бывшая медсестра хранила телефон неизвестно где, что Анна, имея медицинские знания и доступ к архиву, могла состряпать любую историю. Ларин поддержал его. Он потребовал техническую экспертизу и временно исключить видео из рассмотрения. Анна почувствовала, как правда снова уходит в болото процедур. Так всегда и происходит. Сначала погибает человек, потом его смерть тонет в формулировках, сроках, печатях. Но Артемьев не спешил отвечать. Он достал еще один конверт. На нем стоял старый штамп военной части под Ельней. Конверт привезли утром фельдсвязью. Внутри был журнал учета, который все считали уничтоженным, и в этом журнале стояла личная подпись Орлова. Подпись оказалась не единственной. В журнале значились номера партий, даты выдачи, фамилии пациентов и отметки о замене препаратов. Часть страниц была вырвана, но оставшиеся говорили достаточно. Рядом с несколькими фамилиями стояли пометки карандашом: «Исправить», «Родным не сообщать»,
закрыть через аллергию. Анна увидела фамилию Савельева. Нина Петровна, сидевшая в конце зала, не заплакала. Она только крепче сжала платок. Женщина из пермской деревни вдруг показалась в этом военном здании самым сильным человеком. Орлов начал говорить быстро. Он утверждал, что подписи ставил формально, что закупками занимались другие, что в тяжелые годы всем приходилось выбирать между идеальным порядком и жизнью учреждения. В его словах появилась старая русская ловушка: виноваты обстоятельства, виновата система, виновато время, только не тот, кто ставил подпись. Артемьев спросил его спокойно: «Вы признаете, что знали о замене препаратов?» Орлов замолчал. Это молчание длилось несколько секунд, но за эти секунды рухнули стены, которыми он ограждал себя много лет. Потом он посмотрел на Анну. В его глазах уже не было власти, только ненависть. Судебное заседание назначили через месяц. За это время госпиталь изменился. Не внешне. Коридоры оставались теми же, окна также дребезжали от ветра, санитарки также ругались на сломанные тележки. Но люди стали говорить тише и честнее. Денис Щербаков пришел к Анне сам. Он ждал ее возле следственного отдела под мокрым каштаном с лицом человека, который несколько недель не спал. Он признался, что Орлов угрожал перевести его в закрытую часть на север и лишить жену ведомственного лечения. Поэтому он подписал ложную жалобу, поэтому молчал, когда Анну выводили через проходную. Анна слушала без жалости, но и без торжества. «Я не прошу простить», — сказал Денис. «Я хочу дать показания». Это было нужно делу. Но Анна понимала, что после таких показаний его собственная жизнь тоже рассыплется. Система не любит тех, кто сначала молчал, а потом заговорил. Она могла оттолкнуть его, могла сказать, что поздно. Вместо этого она спросила, готов ли он назвать всех, кто подписывал фиктивные акты. Денис кивнул. И тогда дело перестало быть личной местью. В день суда Москва была белой от раннего снега. В большой зал Министерства обороны пустили ограниченный круг людей. Судьи, прокуроры, военные врачи, родственники погибших, несколько молодых ординаторов. На задних рядах сидели те, кто много лет считал Орлова непотопляемым. Он вошел уверенно, но эта уверенность держалась на привычке. Лицо осунулось. Руки, прежде спокойные, теребили край папки. Сначала он повторял старую линию защиты, говорил о заговоре, зависти, ошибках подчиненных, упоминал свои заслуги, командировки, спасенные жизни. Несколько раз называл Анну человеком, который хочет построить карьеру на чужом горе. Потом включили запись Егора Савельева. Голос 19-летнего солдата прозвучал в зале неожиданно близко. Он не обвинял. Он просто рассказывал, что после укола ему страшно, что мать волноваться не должна, что весной он вернется домой и починит крышу. Нина Петровна закрыла глаза. Орлов отвернулся. Именно в этот момент Анна поняла, его ломает не совесть. Его ломает то, что мертвые наконец получили голос. Судья попросил подсудимого ответить прямо. Орлов поднялся, и зал застыл. Сначала Орлов говорил тихо. Он признал замену препаратов. Потом признал подделку документов. Потом признал давление на сотрудников, увольнение Веры Кузьминичны, ложные жалобы на Анну и попытку скрыть смерть Егора Савельева. Но покаяния в его голосе не было. Чем дальше он говорил, тем сильнее в нем поднималась обида. Он утверждал, что всю жизнь пробивался без покровителей, что талантливые девочки вроде Анны всегда получали сочувствие, а он получал только приказы и грязную работу, что больница держалась на таких, как он, потому что чистыми руками учреждения не выживают. Анна смотрела на него и вдруг ясно увидела не чудовище, а испуганного человека, который слишком долго оправдывал трусость необходимостью. Это не делало его вину меньше. Когда судья объявил решение о лишении звания, наград и передаче материалов в следственные органы, Орлов дернулся, будто удар пришелся по лицу. Военная полиция подошла с двух сторон. У него сняли погоны. Медали сложили в коробку. Зал молчал. Орлов обернулся к молодым врачам, ожидая хотя бы одного взгляда. Но они смотрели на Анну.
После суда Анна вышла на улицу не сразу. Она стояла у окна в пустом коридоре и смотрела, как снег ложится на черные машины. В руках у нее был диктофон Егора, уже приобщенный к делу, но возвращенный матери как личная вещь после копирования. Нина Петровна подошла тихо. Она не благодарила громкими словами. Просто взяла Анну за руку обеими ладонями, шершавыми от деревенской работы, и сказала: «Теперь я смогу поставить ему нормальный памятник». Вера Кузьминична сидела рядом на скамье. Впервые за долгое время ее лицо было спокойным, несчастливым. Такие истории не заканчиваются счастьем. Они заканчиваются возможностью дышать. Артемьев передал Анне приказ о восстановлении в должности и назначении временно исполняющей обязанности начальника отделения специальной медицины. На новом бейдже еще пахла краска. Анна не почувствовала победы. Только тяжесть. Победа требовала памяти о тех, кто не дожил до правды. Весной в госпитале открыли маленькую доску с именами погибших пациентов. Без пафоса. Без громких речей. Просто имена, даты и белые гвоздики. Анна приходила туда перед каждым тяжелым дежурством. Она знала, настоящая власть врача не в печати и не в звании. Она в способности сказать правду, даже когда за нее приходится платить жизнью. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поделитесь этим видео.